депрессионное состояние. Навести порядок. На в 5 споткнулся и упал прям лбом в асфальт. Доброе утро, дорогие! Это новый влог о наших выходных. Сегодня мы только что проснулись, у нас сейчас утро. Иди ко мне, моя козёчку. У нас сейчас 7 утра. Мы с Даниэлем заболели. Мы вчера плохо себя чувствовали. Даниэль вчера была очень высокая температура. Но сегодня вроде бы пока что все хорошо. Так что мы сейчас позавтракаем, соберемся и... Даниэль, но. Соберем, да. Даниэль тоже хамончик есть. Сейчас будет небольшой смолток по поводу того, почему мы ушли из детского садика. Вообще в целом расскажу наш опыт детского садика. Вот, с года до полутора, получается, Даниэль ходил. Когда Даниэлю было 8 месяцев, у нас была няня. Она с нами проработала где-то 4 месяца. Она приходила к нам 6 дней в неделю на 4 часа. По-моему, после первого сна, тогда Даня еще несколько раз спал, и получается до второго сна. Я немножко болела, у меня горло болит, поэтому сори за мой голос. Это было шикарно, у нас была просто замечательная няня, она была аргентинка, которая русская, то есть ей было 18 лет, она родилась здесь, в Аргентине, но у нее русские родители, и вот она всю жизнь здесь прожила, она шикарно разговаривает на испанском, на английском, и на русском, соответственно, тоже. Вот, так что мне в целом было с ней очень хорошо коммуницировать. И она и Тимофея с собой брала. В общем, 2 детей уходили гулять. Но был минус в том, что когда был дождь, или, например, когда было очень-очень жарко, они оставались дома, и в целом, вроде бы все хорошо, но мне нужно было прятаться и сидеть тихо, потому что как только я издавала какой-то звук, и Даниэль слышал, что я там за комнатой, да, за дверью, он сразу же туда бежал ко мне. Вот, и плюс я не могла, они играли, у нас была большая кухня-гостиная, они играли в гостиной в этой кухне, и я, получается, не могла делать там какие-то свои дела, снимать видео там, и в целом как-то проявлять свою активность, потому что мне нужно было сидеть тихо. Когда мы сюда переехали, в эту квартиру, в этот город, вопрос няни, честно говоря, даже не стоял, потому что квартира у нас здесь очень маленькая, и мне даже спрятаться особо негде. Плюс у Даниэля очень огромная любовь ко мне, он такой прям маленький сыночек, и он даже с Сашей не хочет сидеть внизу, как если, например, я ухожу наверх работать, а на первом этаже Саша остается в здании, то есть проходит там 5 минут, он подходит к лестнице и начинает орать истощенным бедным голосом: «Мама, мама, я хочу к тебе». Вот, так что здесь вопрос няни уже не особо стоит, просто нет условий тех, чтобы у нас была няня. Плюс мне хотелось, чтобы Даниэль общался много на испанском, и плюс еще с другими детишками как-то функционировал. В общем, мне показалось, что это очень хорошая идея. Плюс начался учебный год, и вот мы отдали Тимофея в школу в новую с этого учебного года. И как раз при этой школе есть детский сад, и первый класс детского сада, то есть тут вот так делится. Сначала идет первый класс детского сада, потом первый класс маленькой школы, и потом уже первый класс тоже старшей школы. Вот, есть детский сад, в общем, мы отдали документы и отдали 2 детей в детский сад. Единственное, что я выбрала, что Даниэль будет не на целый день ходить, а будет также ходить там на 4 часа, например, каждый день с 8 до 12. У него была смена. Ты пришел к маме? Вот. Ай, какой мой мальчик.
У Даниэля была болезнь, не помню уже, как называется, это типа ветрянки, но азиатская. Что тебе хочется? Зубки чистить? Где твоя зубная паста? Я не знаю, где? Где? И там прям обсыпала вот так весь рот, и вот уже, получается, прошло где-то 3 недели, а до сих пор губки не прошли, потому что сейчас у него режутся зубы, клыки. Да, я не знаю, где твоя зубная паста. Вот паста здесь, а щетка где? Иди ищи щетку. Иди ищи щетку. Режутся клыки, очень тяжело, сопли, слюни, температура. Ну, естественно, это все падает на губы и не лечится. В общем, детский сад у нас частный, платный, стоит он примерно $200 в месяц. Это вот наша смена на 4 часа, и полная смена примерно $350. То есть там, грубо говоря, 20 тысяч рублей и 35 тысяч рублей. Вот в целом это нормальная цена, то есть не завышенная, не заниженная. В целом здесь практически все частные детские сады так стоят. В общем, 2 недели у нас была адаптация к детскому саду. Он сначала ходил там на 30 минут, потом на 45, на час. И, короче, так вот мы дотянули до 4, в целом очень комфортно, хорошо. И вот как только прошли вот эти 2 недели адаптации, Даниэль начал болеть. Ну, я нормально отношусь к болезни в детском саду, то есть это совершенно нормально, когда ребенок ходит в детский сад, болеет, там у него сопли, ОРВИ, да, там температурка, не знаю, что-то еще, но в нашем случае Даниэль начал болеть инфекционными болезнями. Он 2 раза болел конъюнктивитом, то есть прям просто у него были, гнойные глаза, он бедный по утрам просто не мог их открыть. Плюс вот это вот была еще болезнь, это ветрянка. Ну и в целом просто вечные сопли, которые просто невозможно вылечить. То есть вот мы их лечили на выходных. Вроде бы к понедельнику все хорошо, а к пятнице снова он задыхается. Он не спит по ночам. Меня это очень сильно выбивало из колеи. Я, во-первых, переживала за Даниэля, естественно. Потом мы просто не спали по ночам, потому что у него закладывал нос, он не мог спать. И вот, получается, месяц назад он проболел вот этот вот вирус Коксаки. Вирус Коксаки, я вспомнила, как он называется. Это просто жутко. Он 2 дня не мог наступать на ноги, потому что у него вся нога была в таких, знаете, типа волдырях. Ну, это жутко, это просто жесть. И получается, что вот в августе он проболел, в сентябре я думала, водить его или не водить, думала, ладно, давай месяцочек, пусть походит. И потом он снова заболел, и я такая, все, в общем, мы забираем документы, и получается, что у нас вот опыт был плохой только из-за болезней. Почему я не хотела его, все-таки я думала оставить Даниэля в детском саду, потому что он начал разговаривать на испанском. Во-первых, он прям понимает все на испанском, он понимает, когда его хвалят на испанском, когда ругают, когда его зовут там кушать, что-то делать. Он сам начал говорить какие-то испанские слова, типа там «ащуда», это «помогите», да, там «помощь» требуется. И мне так это понравилось, я думаю, офигенно. То есть это все только благодаря детскому саду. Но эти болезни, я просто стала переживать, что будет с Даниным здоровьем дальше, да, если так и останется. Вот, поэтому мы ушли, нас отпустили очень быстро, очень хорошо. Мне нравится, что здесь никому ничего вообще не уговаривают, ничего делать не хочешь. Окей, хорошо, если передумаешь, приходи, да. Вот, мне это очень нравится. Ну и теперь эту неделю мы с Даниэлем строим вдвоем. Вроде бы хорошо пока все идет. Я даже как-то и счастлива. Вот, прям меня как-то отпустило, и мне стало намного легче, даже не знаю почему. Вот, у нас уже сформировался небольшой график, о нем я, наверное, расскажу там либо позже, либо в следующих видео, да, когда он точно нормализуется. Но вот у Даниэля последние 2 дня очень сильная температура поднималась, вчера прям вообще 39 было вечером. Я думаю, что это зубы, то что 2 клыка там у него внизу сейчас активно лезут. Вот, я думаю, что это именно они, а не какая-то болезнь. Хотя вот я тоже заболела, у меня болит горло, и тоже была температура. В общем, не знаю, когда это уже закончится, эти болезни, просто как какая-то болото, да, я вот уже говорила. Какой у нас сегодня план на эту прекрасную субботу? Мы сейчас отвозим Тимофея на теннис. Нам тут ехать прям 5 минут, он у нас находится в городке. Потом мы сами гуляем, там же пока Тимофей занимается. Это запотише Ларго просто.
Вот корт, на котором занимается Тима по субботам. Тут они разделяются на несколько возрастов по умениям и играют. Мы каждую субботу приходим навещать сов. Это земляные совы, они, наверное, дневные, потому что они здесь всегда тусуются. И вот там у них гнездышко. Улетела сова, да, Дани? На перекладинке. Смотрит. А вот и гнездо. Вот оно. Вот здесь они живут, а тут вот играют детишки и взрослые. О, мама! Ты видел, Дани? Мама! Мама, вон там ее маленькие котяточки, смотри, сидят. И вон еще, да. И Даня смотри, как Тима играет. А Тима сегодня в паре с девочкой с какой-то играет. Вдвоем. Мы сейчас гуляем на территории спортивного центра. У нас здесь вот я тоже хочу наконец-таки взять себе сюда абонемент, ходить в спортзал. И летом здесь откроется бассейн, потому что я говорила, что у нас в баре бассейна нет. Ну, и мы хотели как бы сейчас узнать, чтобы нас записали. И эта стоимость этого абонемента будет входить к нам в квартплату. То есть даже, отдельно ничего платить не нужно. Но, там администратора нет. А в прошлый раз, когда мы приезжали, тоже нам сказали, что администратор на занятиях йоги сейчас, поэтому приходите через час. Так здесь все, так все здесь происходит. Вот здесь детский бассейн есть, взрослый бассейн, капибара. Мне кажется, что очень симпатичненько и достаточно тихо. Прям птички поют. Да, не закрыто еще. Еще не лето. И здесь спортивный клуб. Даня, тихо. Я за эти полгода, что мы здесь живем, конечно, сильно подзапустила себя. Просто отказалась от всех своих привычек, которые я очень долго строила. Данюша, тихо, пожалуйста, не надо ломать стульчик. Это правильное питание, салаты, спорт. Практически каждый день я выстраивала эту рутину очень долго. И эти привычки, как сюда приехали, знаете, впал в какое-то преддепрессионное состояние, что ли. Не знаю даже, что способствовало этому. Может быть, опять же, эти вечные болезни, бессонные ночи. В целом наступила зима в Аргентине. И я вот спортом последний раз занималась в марте. И вот 2 недели назад возобновила это наконец-таки. Но понимаю, что дома не дает такого результата. А когда я занимаюсь спортом, я чувствую, что у меня больше энергии становится. И вот я хочу пойти сюда, это близко достаточно. Я подумала, что будет здорово, если мы будем совмещать, например, я буду заниматься спортом, а Саша будет гулять с Даней. И потом с Тимой, когда наступят летние каникулы. И там, если Саша тоже надумает ходить, то будем, естественно, меняться, например. А здесь вот есть кафе, где мы сейчас сидим, кофеечек пьем. И бассейн получается, и кофе-бар. И, в общем, в целом приятное, очень хорошее место для того, чтобы погулять. Вот так выглядит кафе. Даня нашел мягкую стену. Дани, пойдем, вон папа там, Шелби стоит. Тимошу ждут. Привет, теннисист. На обед у Даниэля сегодня супчика такой с говядиной, бобами, овощами. Сейчас я немножко проблендирую его. Положила Даню спать. К нам сегодня придут гости. Вечером мы будем жарить мясо. И вот сейчас мы решили наконец-то убраться здесь, в Париже, для того, чтобы поставить сюда свой электрогриль и пожарить на нем мясо, потому что жарко, не хочется разводить костер, не хочется это все, потом все убирать. Просто пожарим мясо, овощи на электрогриле. У меня сегодня на мой канал вышло видео, и я сейчас сижу, вот как раз-таки отвечаю на комментарии, изучу статистику. И потом пойду монтировать маленькие видео для ТикТока. Саша, по-моему, Париж. Она что, новая стала? Офигеть.
Вот это пакетище собралось. Я эту штуку туда зафигачу. Да, идеально. Вообще идеально. Нам удалось попасть в администрацию спортивного клуба, кстати, мы все узнали. В общем, бассейн будет работать с октября, то есть через месяц, и до апреля, получается, полгода. Как раз абонемент туда можно купить на полгода, ну, то есть минимум полгода. И вот мы с октября, я думаю, купим на 2 взрослых. Это будет стоить $80. А дети до 12 лет бесплатно. Просто шикарно. В общем, я очень рада. И с октября мы будем ходить туда. Я буду ходить в спортзал еще и будем с детьми отдыхать в бассейне. Я уверена, что бассейн поможет мне пережить лето, каникулы, жару, потому что лето в Аргентине очень-очень жарко. То есть, понимаете, там до 40 градусов, на 40 градусов это просто так палит, что тебе кажется, что все 60. Еще у нас очень дорого стоит электричество, и мы стараемся экономить электричество, поэтому мы лучше будем уезжать в бассейн, отдыхать там, чтобы не жить здесь дома электричество и не сидеть под кондиционером, а лучше проводить время около водички. Вот кто проснулся. Данилька, ты проснулся, моя радость. Настроение еще плохое. Все бесит, все раздражает. Все кидается, да? Я начала потихоньку подготавливать уже овощи к запеканию. И мы сейчас съездим в магазин, купим продукты, купим удлинитель, чтобы подключить электрогриль на балконе. И будем встречать гостей. Нравится, я думаю. Мы не выходим на заправках из машины, то есть даже вот у нас оплату принимают либо наличкой, либо карточкой прямо из машины, что очень экономит время, и очереди быстрее идут, если они есть на заправке. В общем, это мне очень нравится. Нихера себе. Это просто жесть, посмотри. Не чеши, пожалуйста. Иди ко мне, моя ягодка, живот? мама на ручки возьмет. Не, животик все хорошо, ну вот ножки все пошли, непонятно в чем. Да. Какие-то непонятные прыщи у Даниэля появились на ногах. Я начала чесаться. Сейчас у меня еще что-то появится на ногах. В общем, ну, это, видимо, нервное все. У меня просто нет слов. Мы пришли в детский отдел. Что-нибудь посмотреть Дане, может, какую-нибудь развивающую новенькую игрушечку. Очень скромный выбор у нас здесь. Ну, прям вообще очень-очень скромные цены. Очень большие. Вот на Hot Wheels, например. Вот тут одиночной машинки нет, да, но вот, например, вот это вот из раз, два, три, четыре, пять, из 5 машинок получается почти $50. Вот. Вот такие наборы по $73. Это по 50. Парковка пластиковая, 2 машинки, практически $100. Ну, жуть, да, Данилька? Пойдем посмотрим какую-нибудь развивающую игрушечку. У нас вчера гости уехали примерно в 11 часов вечера. Мы очень классно провели время, болтали, пили винишко, очень давно не виделись. Получили свои посылочки из России. Чуть попозже покажу, что я там заказала. Ну, там совсем маленькая. Что нашей подруги не так много места было в чемодане. Вот. В общем, офигенно провели время. Сегодня я выспалась. Сейчас время 9, только проснулась. Саня забрал детей, приготовил им завтрак. Потом приготовил завтрак нам, мне кофе. И сегодня просто шикарный день. У меня сегодня отдыхательный выходной день. Я не буду ничего делать сегодня, ничего не буду снимать, кроме этого влога. Буду сегодня делать всякие домашние делишки. Сейчас мы соберемся, пойдем погуляем с мальчиками, с собачкой. Мы сегодня прям по-летнему оделись. У нас тепло. Хорошо. Тихо, никого нет на улице.
нас вот здесь на балконе. Позагорать полчаса и заснула, короче. Заснула, пока Даня тоже спал. Потом легла, думаю, посплю. Но что-то уже не смогла больше заснуть. Меня разбудили дети здесь на улице. Проходили. Отлично, что я проснулась. А то бы заснула здесь на солнце. Я сейчас немножко поработала, посидела, скинула видео, которое я сняла из этого блога. Сегодня вечером, наверное, сяду за монтаж. Или буду сегодня вечером отдыхать, я не знаю. Пока у меня нет понимания... Вообще, что-то у меня с волосами. Пока у меня нет понимания, как часто я буду публиковать свои влоги, о чем здесь говорить. И я вчера до часу ночи сидела, смотрела русский YouTube. Прям, короче, подсела я на русский контент. Получается, я 2 года вообще не смотрела русские видео. Там только там своих подружек была на них подписана. Там знакомых, я не знаю, там, ну, таких достаточно, тех, кто мне максимально был интересен. И все. А вчера я открыла для себя русский YouTube, там, оказывается, так много влогов, так много девушек интересных, которые мне прям очень понравились. Я пытаюсь сейчас понять, чем они зацепляют меня. И поняла, что больше всего меня цепляет это простота. Это простота, вот откровенность, я не знаю. Вот нет этой идеальности, типа продуктивные недели, как я встаю там в 5 утра, какая я идеальная, да. Она там встает, я не знаю, в халате, в домашнем и снимает влог, заспанная. Вот в этом жизнь, в этом кайф. И мне кажется, за этим интересно наблюдать, потому что человек не строит из себя кого-то, а он максимально свой, что ли, как свой человек, и это клево. И мне тоже хочется построить такую же стратегию. У нас сегодня воскресенье, это значит, что сегодня я стираю школьную форму. Сейчас день, и я сейчас буду запускать стиральную машинку. И очень хорошо, что я сейчас это делаю днем, потому что обычно всегда школьную форму я стираю уже в ночи, уже поздно, уже сушу ее на батарее, лишь бы она к понедельнику к утру высохла. Не знаю, почему так бывает, но школьную форму я всегда стираю отдельно. То есть я стираю отдельно белые футболки, белые поло, и отдельно стираю кофту, и штаны отдельно тоже стираю, потому что они все красятся. И мы когда только-только купили школьную форму Тимофею, я все закинула, просто и штаны коричневые с оранжевыми полосками, и белые поло, все вообще в одну кастрюлю. Ну чего, у меня футболки стали розового цвета. Я писать маме: мама, что мне делать? Она мне что-то подсказала, я не помню, по-моему, с этим сотбели ли помыть на маленькой температуре, что-то 20 градусов, и я постирала, и они обратно побелели. Вот Тима ходит в них уже 2-е полугодие. Вот, сейчас я так что буду стирать Тимину школьную форму, Данину уже нет. Это после вчерашней вечеринки осталось. Так что тут явно нужно сделать чистоту, навести порядок. Мы вчера ходили в магазин. Вот такие вот я купила средства. Это мои самые любимые здесь средства. Одно для белого белья, а другое для цветного. У них продаются вот такие вот специальные контейнеры, куда добавляется вода, вот до-сюда вода, и потом ты дальше заливаешь контейнер. Вот для цветного у меня есть, а для белого я взяла обычную бутылку, там, наливаю ее примерно на глаз и тоже разбавляю. Вот, не стала покупать, так что сейчас я помою, разбавлю и начну стирать. Так, девочки, как и обещала, показываю, что я заказала из России.
Первый это лекарство от зубной боли для Даниэля. У нас здесь в Аргентине нет нормальных, с нормальным составом. И вот я уже 3-й раз, по-моему, заказываю из России. Тимофей себе заказал очень-очень много разных наклеек. Вот такой чехольчик я заказала. Ну, тут, видите, все такое маленькое, потому что не было у подружки много места и много веса. В общем, очень хотела такую штуку себе на телефон. У нас в Аргентине не только-только начали появляться. Стоят они там по $5 в целом нормально, но доставка ко мне стоит 8. И я решила заказать вот за 200 рублей. Это на заднюю, на чехол клеится и потом приклеивается там к зеркалу, например. И можно снимать контент. И леггинсы с пуш-апом. Сейчас давайте померяем. У меня даже нет симпатичненького места, чтобы снять свой лучок. Ну-ка. Мне бы, конечно, подхуднуть еще на килограммчиков 5. Так, по-моему, клево. Я взяла размер S. Класс. Наконец-то. Я очень рада. Оставлю ссылочки на свои покупки с Вайлдберриса. Вдруг кому-то будет интересно посмотреть. И сейчас мы будем собираться снова гулять, потому что у нас шикарная погода. Не хочется сидеть дома, не хочется сидеть дома с детьми. Поэтому мы сейчас идем на улицу. В общем, я никуда не пошла. Я осталась дома монтировать влог, отдыхать, пить чай. Саша пошел с детьми гулять. И они гуляли хорошо, что здесь, у нас в баре. У Даниэля соскочила рука, и он шел за руку Саши, у него соскочила рука, он споткнулся и упал прям лбом в асфальт. Теперь у него огромная шишка, и у меня настроения нет вообще никакого. Я попросила Сашу сейчас приготовить нам ужин, у нас сейчас 5:30 вечера. Вот, хочу поесть, потом там в 7 покупать Даню, положить его спать. И тоже пойти отдыхать, потому что я уже так устала от этих всех неудач, болезней и всего остального, что у меня просто сейчас нет настроения. Я даже больше не хочу снимать. Я сейчас уже смонтировала почти весь блог. У меня сейчас уже 29 минут смонтирован. То есть это вот последний ролик, который я сейчас снимаю и добавлю сюда видео. Вот. Так что спасибо вам большое за просмотр, что провели со мной эти 2 дня. Увидимся в ближайшие дни в новом влоге. И пожелайте нам удачи. Пока.